Ну, скорее всего, потому, почему и вы смотрите этот ролик. Это моя давняя мечта. Уже много лет я вынашивала идею о Бали, изучала тонны информации, расспрашивала всех, кто уже успел там побывать, отмечала точки на карте, районы, виллы, кофейни, и даже сделала себе такой must-have список вещей, которые я должна сделать на этом острове. И если вы так же, как и я, впервые собираетесь отправиться на Бали, я всем этим с вами поделюсь. В основном здесь будет показан район Убуд. А потому что говорят, что это духовная столица Бали, а еще йоги, смешных обезьянок, водопадов, рисовых террас ЮНЕСКО, классных вилл, инстаграмных кафе. В общем, остановите меня кто-нибудь, иначе я никогда не начну этот ролик. Это мое первое видео из трилогии о Бали, поэтому приветствую вас на моем канале и призываю подписаться, чтобы не пропустить следующие ролики о Бали. А теперь начинаем. Первое, что вас шокирует по прилету в Денпасар, это сумасшедший опасный трафик. Смешались кучу люди, скутеры, машины. Полнейший хаос плюс левостороннее движение. Дороги на Бали очень узкие, по ним будут ходить люди, перевозить клетки с животными, там же будут сушить рис. В общем, препятствий будет много. Разметки на дороге это вообще редкость, а освещение есть только на крупных магистралях. Добавьте к этому жуткие пробки, и поездки на соседний пляж покажутся вам простыми только на Google Maps. В реальности они отнимают очень много времени и сил. Мы арендовали маленькую Тойоту, чтобы передвигаться по острову. И, друзья, при аренде здесь обязательно возьмите страховку с полным покрытием. Каким бы опытным водителем вы себя не ощущали, поверьте, лишним не будет. Первые дни, чтобы прийти в себя, пережить джетлаг, мы остановились в районе Семеняк. Немного о районе. Он не такой шумный и тусовочный, как Кутта, но по-прежнему завален развлекухами для туристов и заведениями с видом на океан. Кстати, о океане. Это была наша первая встреча, мы друг другу сразу понравились. Я с детским восторгом бегала туда-сюда, а он меня чуть с ног не сбил своими волнами. А еще на острове я встретилась с родителями, которых не видела почти 2 года, поэтому эта поездка для меня стала еще более важной. Здесь мы с помощью Airbnb сняли первую виллу Desert House. Это то место, в котором хотелось задержаться как можно дольше. Та самая вилла, которую я представляла, когда думала про Бали. Бассейн есть. Большая гостиная с открытым пространством есть. Тропический душ на открытом воздухе тоже есть. И это отдельный вид удовольствия. Открытая веранда есть. Птичье гнездо в ванной есть. Да, птицы, с нами жило много живности, это то, к чему нужно привыкнуть на Бали. И это не только птички, еще и гекконы, ящерицы, летучие мыши, белки. Но все очень дружелюбные, в отдельных случаях могут зайти на чаек змеи или обезьянки, но в современных виллах обычно стоят высокие заборы, и таких гостей вам посчастливится не встретить. Я, например, за весь отдых так никого из них и не увидела. А теперь едем в Убуд. Убуд расположен в центральной части острова. Здесь нет доступа к океану, поэтому для любителей серфинга и пляжного отдыха будет не так интересно. Но побывать в этом месте стоит всем без исключения. Я бы посоветовала остаться в Убуде хотя бы на несколько ночей, почувствовать единение с природой, тропиками, пропитаться духовностью и хотя бы разок сходить на йогу. Насчет духовности. Хоть я и рационального склада ума человек, такой агностик, который топит за науку, на острове, наблюдая за всей этой духовностью, хочешь, не хочешь, проникаешься этим. Стараешься блюсти законы кармы, злить местных духов и вообще с уважением относишься ко всем их ритуалам и подношениям. Балийцы очень набожные, поэтому не существует дня без жертвоприношений богам. И это еще одна вещь, с которой вы будете сталкиваться каждый день на Бали. Это такие корзиночки из пальмовых листов с цветами, благовониями, фруктами, рисом. Их ставят в маленьких храмиках у дома, а еще в машинах, скутерах, в кафе, у входов, выходов, и вот так ежедневно 5 раз в день.
Для чего? Ну, чтобы машина не сломалась, или чтобы приезжали благодарные гости, чтобы извержения вулкана не было, были довольны добрые духи и не гневались злые. И первое священное для балийцев место, в которое мы попали, был лес обезьян. Расположен рядом с центральной улицей Убуда и привлекателен прежде всего огромной популяцией обезьян, хотя и сам по себе лес очень живописный, и лучше всего приезжать туда рано утром, чтобы избежать очередей у кассы и толп туристов. Кстати, даже если вы электронно купили билет на сайте, на месте вам все равно придется встать в очередь, чтобы распечатали такой бумажный билетик, что несколько странно и совсем не экономит по итогу время. Планируя посещение парка, стоит учитывать несколько вещей. Первое. Относитесь к обезьянам как к диким животным. Не стоит их брать на ручки, несмотря на то, что место туристическое, зверьки совсем не ручные и будут отстаивать свои границы. Второе. Избегайте зрительного контакта, иначе они оценивают это как вызов и могут напасть. Третье. Они еще те воришки, поэтому заранее снимайте с себя все, что может быть украдено. Очки, кошельки, бижутерию, а телефон и камеру держите крепко. И последнее. Лучше не кормите обезьян своей едой. На кассе можно купить бананы, чтобы подозвать их для фоточек, но тогда готовьтесь к молниеносной атаке. Они могут запрыгнуть на голову или даже укусить. Но если очень хочется сделать селфи с одной из обезьянок, для этого в парке есть определенная опция. Селфи с конкретно этими обезьянами безопаснее. Их прикармливают работники парка, они привыкли к контакту с людьми, и даже я не удержалась от такой возможности. После я захотела купить настоящий индонезийский чай и нашла клевый магазинчик в Убуде. Очень большой выбор сортов чая, нас встретила приятная девушка-продавец, которая с упоением рассказывала о происхождении, оттенках, насыщенности чая. Я взяла 2 вида любимого зеленого с жасмином и масала-чай. В каждой упаковке шла инструкция, как и в какой температуре его заваривать. Будете искать хороший чай, вам сюда. Виллы здесь – это восторг. Да, я еще много раз скажу эту фразу, потому что, приехав сюда, невозможно не влюбиться в этот неповторимый балийский стиль. Причем арендовать жилье можно на любой кошелек и не разочароваться, так как за относительно небольшую сумму вы спокойно можете получить уютную виллу со своим классиком и тропическим душем. Наша Убуде окружена рисовыми террасами и спрятана в тропических джунглях, поэтому было не так душно, как на побережье, скорее влажно. Поэтому утром на завтрак мы выходили на открытую кухню под дождь, но потом весь день его как не бывало. Хотя говорят, что в дождливый сезон Убуд просто заливает. Не всем подходит тропический климат, но моя кожа и волосы радовались как никогда. Как подарок получаешь равномерный загар и сияющий блеск на лице. Парк птиц получил заслуженное место в моем сердечке, и, честно говоря, он мне понравился даже больше, чем лес обезьян. Сейчас объясню почему. В парке живут птицы как под открытым небом, так и в клетках. Весь парк разделен на тематические зоны, которые воссоздают естественную среду обитания птиц с различных островов Индонезии, Южной Америки, Африки. Народу в парке не так много, но и прайс, как для Бали, высоковат. На входе в парк вас встретят разноцветные попугаи, с которыми можно сделать фоточки и даже получить вот такие магнитики на выходе. Да, но лучше пофоткайтесь на свою камеру за бесплатно, так как за их фото они сдерут кучу денег. В парке есть отдельно огромная территория, где птички находятся в свободном полете. Ты будто заходишь к ним домой и просто наблюдаешь за их поведением. Они также проявляют к тебе интерес, и если хочется больше взаимодействия, то работник парка дает тебе корм, попугаи слетаются, садятся на голову, руки. В общем, опыт классный. Мне кажется, даже для тех, кто безразличен к птичкам, этот парк оставит множество положительных эмоций, особенно маленьким деткам такой парк приходится по вкусу. Впрочем, маленькая Сашечка тоже была в восторге.
Также на территории парка есть знаменитый дракон с острова Комодо, он же индонезийский варан. Этот еще маленький, то ли ящерица, то ли дракон, то ли динозавр. И хоть комодский дракон имеет всего одну голову и не извергает снопы пламени из ноздрей, что-то агрессивное в этой рептилии явно присутствует. Я, если честно, на ящерик потом по-другому смотреть стала. Просто посмотрите, какие милашки. Для того, чтобы посмотреть водопады, на TripAdvisor мы нашли гида. Знакомьтесь, это Фебри, молодой балиец, который сделал нам экскурсию по лучшим водопадам Убуда. Он забрал нас на своей машине, что значительно снизило уровень стресса и переживания дороги. На самом деле я вообще не любитель экскурсий, гидов, так как предпочитаю исследовать все самостоятельно, но в данном случае это существенно экономит время на поиск водопадов, покупку билетов, и также это хорошая возможность порасспрашивать коренного балийца о их жизни и быте. Во-первых, не имеет смысла ехать в дождливый день, так как дорожки размываются, становится скользко и водопады закрыты. Обязательно возьмите с собой купальник или вещи, которые будет не страшно намочить. Тоже касается и обуви. Будьте готовы к многочисленным ступенькам, по которым нужно то спускаться, то подниматься. Также, чтобы получить классные фоточки, нужно будет отстоять очередь. Да, то самое ожидание реальность. К первому водопаду мы добирались по ущелью, прям по воде, среди скал, лиан, будто ты очутился в каком-то фильме о Индиане Джонс, настолько там необычно. Если нравится эстетика приключений, этот водопад вам точно зайдет. Приезжать однозначно стоит рано-рано утром. Впрочем, как и во все остальные туристические места, иначе плакали ваши фотографии и уединение с природой. Вторым стал самый молодой многоступенчатый каскадный водопад Канто Лампо. На нижних ступенях можно оставить обувь и подойти к самому водопаду. Там вас встретят опытные балийцы-фотографы, которые на любую вашу камеру сделают классные видосики по всем трендам Инстаграма и ТикТок. Вода теплая, поэтому спокойно можно забраться по воде, на камни и посидеть под струей водопада в какой-нибудь позе йоги, почему бы и нет. Сейчас, надеюсь, я не сломаю язык, называю наш третий водопад Тегенангун Waterfall. Его называют еще Hidden Waterfall, секретный водопад. Хотя я бы назвала его тот самый знаменитый водопад, потому что людей там немерено, как и площадок для фото и всей этой туристической инфраструктуры. Да, туристы везде, я такой же турист на этом водопаде, но чего еще можно ожидать от тура по самым знаменитым водопадам Убуда? В целом, галочку поставить можно. Дополнительно к туру по водопадам Фебри привез нас на кофейную плантацию. Это открытая для туристов ферма, на которой, как нам сказали, выращивают кофе, какао, специи, фрукты. Вам покажут сад, все этапы производства кофе, даже дадут самостоятельно потолочь зерна и помочь индонезийской бабушке в жарке кофе. А потом продегустировать десяток напитков, включая кофе левака. Да, тот самый кофе из какашек большого котика. Just the coffee. Okay. It's just the coffee with Just the no coffee. sugar. No sugar, just brew. It tastes like coffee. Come on, come on. Bitter. If it had sugar in it, then you'd be like, it's fine, right? Ну и в конце купить их продукты в магазине. Тактика туристической заманухи понятна, нас даже поначалу впечатлила, но после того, как мы увидели настоящую кофейную плантацию в горной деревушке Мундук, которая, кстати, будет в следующем видео, то Сатрия показалась бутафорской фермой, просто красивые декорации для туристов. Космические цены за, как оказалось, кофе 3 в одном, деревья посажены для демонстрации, а не для урожая. Это несчастная бабушка, которая сидит там для вашего красивого кадра, а гид за хорошие продажи получает себе процентик. Саша, что ты пьешь? Какашки левака. Кака-кофе. Капучино.
Ну и на десерт я оставила самое интересное — визитная карточка Бали — рисовые террасы. Выращивают рис практически везде, но мы рассмотрим самые знаменитые и живописные террасы, которые находятся в Убуде. Тегалаланг, 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 Тегалаланг. Систему полива рисовых полей, которую балийцы используют аж с XI века, объявили всемирным наследием ЮНЕСКО, и называется она Субак. Честно говоря, до приезда сюда я не понимала, в чем прелесть рисовых полей. В Беларуси же не водят туристов смотреть, как растет картошка. Но когда видишь все это вживую, начинаешь понимать, чем эти места привлекают туристов со всего мира. На террасах рис находится в разных стадиях созревания, ведь, используя систему орошения, его можно высаживать в любое время года. Если вам повезет, вы сможете увидеть, как вспахивают поля буйволами, сажают рис или собирают урожай. Во сколько вам обойдется посещение — вопрос спорный, зависит от времени посещения террас. Помню, что это было совсем недорого, но лучше взять с собой побольше мелких купюр местным на донейшн. На прогулку лучше отправляться когда? Конечно же, рано утром, когда солнце еще не такое жаркое. Террасы — обожаемое место для комаров, лягушек, а еще змей. Поэтому как минимум нужно взять с собой средства от насекомых и смотреть под ноги, даже если вокруг очень сильно красиво. И так же, как на водопадах, не забудьте про удобную обувь, которую потом легко отмыть, потому что местность достаточно влажная и есть большой риск подскользнуться и испачкаться в грязи. Ну и, конечно, там есть куча фотозон для туристов, которые хотят классные фоточки с террас. Местные то и дело зазывали покататься на инстаграмных качелях, ну а меня долго уговаривать не пришлось, так как это было в моем must-have списке вещей, которые я должна сделать на Бали. Убуд — это мекка для любителей йоги. Сюда едут те, кто не представляет свое утро без медитации, а также хочет получить воркшопы и мастер-классы от именитых гуру. Но если вы никогда не интересовались всей этой духовностью, практиками, это идеальное место, чтобы попробовать себя в этом. Себе студию я выбирала с помощью инстаграма Yoga Barn. Хотя студией это трудно назвать, так как это большая территория с несколькими бунгало и собственным веганским кафе среди джунглей и рисовых террас, но при этом находится в самом центре Убуда. Кстати, именно сюда, как оказалось, заходил сам Птушкин. Эти места для занятия йогой, они настолько крутые, что мне кажется, даже без занятий йогой у тебя откроется дзен, раскроются все чакры, и ты просветлишься буквально за час созерцания всех этих красот. Здесь проводят не только йогу, но также медитации, танцы, оздоровительные сеансы, спа-процедуры. Вы можете посетить занятия классической йоги, хатхи, виньяса флоу, флай-хай йога и вот это вот все, что я даже не могу произнести, но профи наверняка будут в теме. Атмосферу сложно передать на видео, но поверьте, это именно то место, где можно поймать дзен. Я выбрала силовую йогу, так как мне интересны все эти сложные стойки на руках и упражнения на гибкость тела. Кстати, важно отметить, что расписание постоянно меняется и заранее записаться не получится, так как запись начинается только за 30 минут до самого начала занятия. Spread your fingers. Pedal down the dog. Left leg raised up. Боже, только что после йоги это просто невероятное какое-то ощущение. Это не похоже на обычную нашу славянскую йогу. Это что-то именно азиатское, не знаю, что-то восточно-азиатское. Я ходила на силовую йогу, и это действительно было сильно. С меня пот просто так и тек. И я была удивлена, что все такие профессионалы. Там из 20 человек, наверное, 10
а может и больше, стояли на голове, на руках, делали все стойки. Я почувствовала себя непрофессионалом, хотя я профессионалом и не являюсь. Кстати, на этом занятии я научилась делать стойку на голове, которая сильно не понравилась моей голове. Но когда я приехала на виллу, конечно же, попробовала снова встать в эту стойку. Но простоять мне в ней долго не получилось. Но главное же желание, верно? Подводя итоги, могу сказать, что Убуд стал для меня источником вдохновения и спокойствия. И я все думала, если бы Бали был человеком, на кого он был бы похож? В голове приходит образ такого духовного мужчины в возрасте, который с рассветом встает на йогу, питается фруктами, рисом, верит в законы кармы. Он очень улыбчив и дружелюбен, со своим уникальным видением красоты и счастья. Прям как тот самый целитель Кетут из фильма «Ешь, молись, люби». В конце дня нужна другая медитация. Очень простая. Сиди тихо и улыбайся. Я достигла равновесия. Не так скоро, Лиз. Улыбайся губами, лицом, улыбайся мыслью. И улыбайся даже печенкой. Ну идите. Чао, какао. Бали уникальный остров, где каждый сможет найти что-то свое, поэтому не раздумывайте ни минуты, приезжайте сюда создавать собственные воспоминания, ведь они будут неповторимы. И не проезжайте мимо Убуда, как вы поняли, здесь стоит задержаться. Котики, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Для меня важно делиться счастливыми моментами своей жизни и оставлять здесь свой след. Поэтому улыбнусь вам своей печенкой, если вы поставили палец вверх под этим видео. Скоро увидимся. Целую и обнимаю. Пока-пока!